Ужас на железной дороге. Дополнение к игре Dagon. Так же, как и в основной игре, здесь есть точки дополнительной информации, они будут показаны. Ссылка на основную игру будет под видео. Dreams occasionally approached the fantastical in character, though falling somewhat short of coherence. Время от времени мои сны становятся почти фантастическими, хотя при этом несколько теряют One scene is связность. especially stamped upon my recollection. Одна сцена особенно крепко засела в моей памяти. That of a dank, fetid, reed-choked marsh under a gray autumn sky. Сырое, зловонное, заросшее тростником болото, над которым нависло серое осеннее небо. With a rugged cliff of lichen-crusted stone rising to the north. А к северу возвышался покрытый коркой лишайника утес. Impelled by some obscure quest, I ascended a rift, or cleft, in this beetling precipice. Словно выполняя некое непонятное задание, я поднимался по трещине или расселине в этом крутом утесе. Noting as I did so the black mouths of many fearsome burrows extending from both walls into the depths of the stony plateau. Я заметил на обоих сторонах многочисленные черные отверстия жутких нор, которые уходили в глубины каменного плато. At several points, the passage was roofed over by the choking of the upper parts of the narrow fissure. В нескольких местах проход был накрыт, словно крышей, верхними частями этой узкой расселины. These places being exceedingly dark and forbidding the perception of such burrows as may have existed there. В таких коридорах было особенно темно. И страшно было даже подумать о том, сколько же там этих нор. In one such dark space, I felt conscious of a singular accession of fright. В одном таком темном проходе меня внезапно окатило волной ужаса. As if some subtle and bodiless emanation from the abyss were engulfing my spirit. Словно какая-то неуловимая и бесплотная эманация бездны поглощала мою But the душу. blackness was too great for me to perceive the source of my alarm. Но тьма была непроглядной, и выяснить, что именно стало причиной моей тревоги, я не смог. At length, I emerged upon a tableland of moss-grown rock and scanty soil. Наконец я вышел на плато, где на камнях и скудном слое почвы рос Lit up мох, by a faint moonlight which had replaced the expiring orb of day. озаряемый бледным лунным светом, пришедшим на смену лучам закатившегося дневного светила. Casting my eyes about, I beheld no living object. Посмотрев по сторонам, я не увидел ни единого живого существа. But was sensible of a very peculiar stirring far below me, amongst the whispering rushes of the pestilential swamp I had lately quitted. Но ощутил весьма необычное шевеление далеко внизу, где-то посреди шепчущего тростника на тлетворном болоте, которое я недавно покинул.
After walking for some distance, I encountered the rusty tracks of a street railway and the worm-eaten poles which still held the limp and sagging trolley wire. Пройдя чуть дальше, я обнаружил ржавые рельсы трамвая, изъеденные червями столбы, между которыми безжизненно провисли провода. Following this line, I soon came upon a yellow vestibuled car numbered 1852 of a plain, double-trucked type, common from 1900 to 1910. Я двинулся вдоль рельсов и вскоре увидел желтый вагон с скрытым переходом и номером 1852. Самый обычный трамвай, из тех, что часто встречались с 1900 по 1910 год. It was untenanted, but evidently ready to start. В нем никого не оказалось, но он, очевидно, был готов отправиться в путь. The trolley being on the wire and the air brake pump now and then throbbing beneath the floor. Вагон был подключен к проводу, а насос пневматического тормоза, находившийся под вагоном, время от времени подрагивал. I boarded it and looked vainly about for the light switch. Я поднялся в вагон и тщетно поискал выключатель. Noting as I did so the absence of controller handle, which implied the brief absence of the motorman. Заметив при этом, что ручки управления на месте нет, это заставило предположить, что машинист ненадолго отошел. Then I sat down in one of the cross seats toward the middle, awaiting the arrival of the crew and starting of the vehicle. Тогда я сел на одном из поперечных сидений в середине вагона и стал ждать, когда прибудет экипаж и машина отправится в путь. Presently I heard a swishing in the sparse grass toward the left and saw the dark forms of two men looming up in the moonlight. Вскоре слева зашуршала редкая трава, и в лунном свете я увидел темные силуэты двух людей. They had the regulation caps of a railway company, and I could not doubt but that they were the conductor and motorman. На них были форменные фуражки железнодорожной компании. Я не сомневался в том, что это и есть кондуктор и машинист. Then one of them sniffed with singular sharpness and raised his face to howl at the moon. Затем один из них неожиданно резко засопел, поднял голову и завыл на луну. The other dropped on all fours to run toward the car. Второй опустился на четвереньки и побежал к I трамваю. leapt up and at once raced madly out of that car. Я вскочил и как сумасшедший бросился вон из вагона. And away across endless leagues of plateau,
till exhaustion waked me. Я бежал прочь по бесконечному плато до тех пор, пока изнеможение не пробудило меня. Doing this not because the conductor had dropped on all fours, Но не потому, что кондуктор опустился на четвереньки, but because the face of the motorman was a mere white cone, tapering to one blood-red tentacle. а потому что вместо лица у машиниста был белый конус, который заканчивался кроваво-красным щупом.